Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал об индивидуальных путешествиях по всему свету. И прямо за мной находится древнейшая стена Сигнахи. И вы не ошиблись, я нахожусь в Грузии. В стране с очень красивой природой, с богатейшей историей и культурой, которую населяют очень радушные люди, которые всегда тепло примут гостя, накормят его очень вкусной едой до отвала и угостят шикарным домашним вином. И в этом видео я хотел бы показать вам лишь маленький регион Грузии – Кахетию. Маленький, но от этого не менее прекрасный. И я надеюсь, что это видео поможет вам выбрать Грузию в качестве направления для своей следующей поездки и спланировать свой маршрут. Итак, приступим. Грузия хороша сразу по нескольким причинам. Во-первых, это недорогие перелеты, если бронировать билеты заранее. Во-вторых, это отличное соотношение цена-качество, богатая история, интересная культура и масса красивых достопримечательностей. В-третьих, это быстрые и прямые перелеты, но самое главное – это отсутствие визы для граждан России. Грузия – это страна, в которой сошлись Восток и Запад. Я не преувеличиваю. Есть что-то азиатское в этих людях. Открытых и добродушных, трудолюбивых и веселых. Но в то же время в Тбилиси ощущается европейский уют, неотъемлемым компонентом которого являются старинные улочки, окруженные невысокими домиками с раскинувшимися тут и там уютными ресторанчиками с летними верандами. В Тбилиси меня радушно встречает Настя. Вместе с ней мы отправляемся смотреть старый город и начинаем нашу экскурсию с фуникулера, чтобы подняться в Нарикалу, старинную городскую крепость. Очередь днем очень большая, но она довольно быстро продвигается. Подъем стоит всего 2 лари, и проезд возможен по единому городскому проездному. Рекомендую вам начать осмотр города именно с фуникулера, так как перед вами, как на ладони, открывается весь старый Тбилиси, а наверху вас ждет прекрасная смотровая площадка. По пути наверх Настя рассказывает о менталитете грузин и о том, почему она переехала сюда. Всегда интересно узнать, что послужило причиной для того, чтобы человек избрал тот или иной регион мира для проживания. Настя вот переехала в Грузию из далекой Тюмени, и ее настолько очаровала эта страна, что она решила навсегда тут остаться. Нарикала – это сердце Тбилиси. Крепость хорошо просматривается с улицы Самгебра. Точная дата ее постройки неизвестна, однако известно, что уже в V веке крепостные стены существовали. Тбилиси постоянно переходил из рук грузинских царей то монгольским, то арабским завоевателям. Хозяйничали тут и турки, и персы, и даже русские успели внести свой вклад в историю Грузии. Но Нарикала ни разу не была взята штурмом. По крайней мере, письменных свидетельств об этом нет. С крепости открывается шикарный вид на весь исторический центр Тбилиси. Мы видим современные здания из стекла и стали, которые расположены по соседству со старинными домами города. Хотя лично на мой вкус, модернизм уродует аутентичный облик старого Тифлиса. И очень не хочется, чтобы Тбилиси пошел по пути Москвы, облик которой изуродован, а дух старого города навсегда утрачен для жителей. Глядя на открытки старого Тифлиса, особенно остро ощущаешь необходимость сохранять эту старину, а не ломать ее бездушным стеклом и сталью.
Неподалеку, тут же, на смотровой площадке, величественно возвышается грузинская родина-мать. Памятник особенно хорошо просматривается с улицы Лада Асытиани, неподалеку от сквера Лада Гудиашвили. В руках родина красноречиво держит вино, это для гостей, и меч, для врагов. Вот такая вот Грузия радушная, но гордая и готовая постоять за себя и свою независимость. Неподалеку от крепости, внизу, находятся знаменитые тифлисские бани. Их история уходит корнями еще в далекий... Нет, конечно же, не в 1925 год. Бани гораздо древнее. Гостям города любят рассказывать знаменитую легенду, связанную с основанием Тбилиси. В V веке грузинский царь Вахтанг Гаргасали охотился в лесу и заметил, как раненый его соколом фазан упал в горячие серные источники и тут же, исцелившись, спасся. Это навело царя на мысль использовать дар природы на благо людям и воздвигнуть на месте целебных источников город. Конечно, это всего лишь добрая сказка. Истинной причиной, побудившей царя перенести столицу из Мцхеты, более древней грузинской столицы, скорее всего послужило выгодное географическое расположение нового города, о чем и свидетельствует построенная на вершине холма крепость Нарикала. Что же касается тифлисских серных бань, то именно они и дали название городу. В переводе Тбилиси буквально означает «теплый город», что недвусмысленно намекает на наличие здесь термальных источников. Ну а символом города без преувеличения можно считать сокола, которому, согласно легенде, Тбилиси и обязан своим рождением. Пусть летят года мои вдаль, обрывает дни календарь, только память вечно неси, город детства мой Тбилиси, покурят плыву домой. Старый город, здравствуй, родной, город родных людей, теплых, как свет лучей. Как скучал по тебе я вдали и встречал твои корабли. И когда ты меня не спроси, вечно в сердце моем Тбилиси. Город мой, старинный в сердце ты, хранимый, я твой блудный сын навсегда. Крепкий, но ранимый Богом ты, любимый, ты со мной навсегда. Гуляю ранней порой, запах вишни ветер неси, в улочках твоих Тбилиси. Запах пули хвачка, миг сведут любого с ума. В мире нет таких красот, здесь лазурный небосвод. Вижу голья твоих простор и спешащий фуникулер. Город музыки весь живет, ведь всегда здесь народ поет. Город мой, старинный в сердце ты, хранимый, я твой блудный сын навсегда. Крепкий, но ранимый Богом ты, любимый, ты со мной навсегда. Пройдя буквально несколько шагов, мы как будто бы проваливаемся в прошлое, на миллионы лет назад. Город внезапно растворяется позади, и перед нами открываются высокие отвесные скалы, поросшие густым лесом, и бурный поток шумной воды, низвергающийся сверху. Нигде еще я не видел, чтобы в центре города, а тем более в центре столицы, рос густой зеленый лес и неистовыми потоками извергался бы водопад, такой же сильный и полный страсти,
как и сердца большинства обитателей этой земли. Ну и, конечно же, где еще как не здесь предаваться любви и настраиваться на романтический лад? Возможно, именно поэтому рядом с водопадами расположен мост влюбленных, что-то наподобие Третьяковского моста в Москве. А многочисленные замки, скрепляющие мост, свидетельство счастья многих людей, встретивших друг друга под голубым небом Тифлиса. Ну а наша прогулка по Тбилиси тем временем продолжается. Мы с Настей осматриваем Тбилисский ботанический сад. Парк существует в городе еще с позапрошлого столетия, но и до своего открытия на этом месте уже существовали царские сады. В ботаническом саду Тбилиси содержится уникальная коллекция, насчитывающая более 4500 видов растений. Площадь заповедника составляет ни много ни мало 160 гектар. Для сравнения, сюда могло бы вместиться 7 московских зоопарков. Сад поражает своим великолепием. Ощущение близости города полностью отсутствует. Здесь представлены как местные растения, так и представители флоры из разных уголков света. Эх, если бы у меня было чуть больше дней в Тбилиси, я бы обязательно провел бы целый день в этом саду. В конце сада расположено довольно внушительное здание из стекла и стали. Что это, спрашиваю у Насти и тут же делаю предположение. Наверное, зимний сад? Нет, смеясь, отвечает она мне. Это бизнес-центр, построенный грузинским миллиардером Иванишвили. Поскольку нас там никто не ждет, мы проходим мимо и поднимаемся по лестнице наверх, к стенам старой крепости. Немного перекусив, мы отправляемся на дегустацию грузинских вин в одну из тбилисских винотек. По всему городу можно заметить забавные афоризмы про вино, любовь и жизнь, развешанные тут и там. Читать их – сплошное удовольствие. Наконец, я оказываюсь в довольно просторном и прохладном подвале магазина Винограунд, расположенном на улице Ираклия II. В мире две технологии, одна европейская, другая грузинская. Европейские вина готовятся обычно в цистернах или выдерживаются в дубовых бочках. А грузинские вина готовятся в глиняных амфорах, они называются кпери, вот это маленькая. Вместимость такой амфоры от 250 литров до 4,5 тонн. Белое вино, цинандали. Цинандали готовится только европейской технологией, строго. Сама дегустация на этот раз показалась мне довольно скучной. Но поскольку это была уже вторая моя дегустация в Винограунд, могу со всей ответственностью заявить, что Артур умеет рассказывать о винах гораздо интереснее. Просто в этот раз он был совершенно трезв, или уставший, или не в настроении. Когда же Артур в ударе, его рассказы о винах превращаются в увлекательные повествования, слушать которые одно сплошное удовольствие.
Перед моей поездкой в Тбилиси я слышал довольно противоречивые впечатления о грузинской столице. Одни говорили мне, что Тбилиси ужасно ветхий город, что тут смотреть не на что, сплошные развалины и запустения. Но были и те, кто с восторгом вспоминал о Тбилиси как об очень уютном, красивом и интересном городе. Два мнения, две точки зрения. И кому же все-таки верить? Теперь, основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что оба этих мнения справедливы в одинаковой степени. А то, понравится ли вам город или нет, это во многом зависит от вашего восприятия. Если видеть только разруху, впечатления будут преисполнены разочарования. Если видеть уютные дворики, доброжелательных людей, атмосферу винтажной старины и дух детства, вас ожидает восторг, и вы навсегда полюбите старый Тифлис. Хотя тут и есть современные здания, которые выглядят довольно свежо, стоят они бок о бок с обветшавшими домами. Стоит признать, что Тбилиси порой действительно способен произвести весьма гнетущее впечатление. Ветхих домов тут действительно много. Порой некоторые из них находятся в таком плачевном состоянии, что городские власти вынуждены ставить металлические распорки, чтобы фасады зданий не обвалились друг на друга. А от некоторых балконов и вовсе остались только очертания. Тбилиси буквально разваливается на глазах, подобно бутафорскому городку из картона и фанеры. Но иногда, если заглянуть в подъезд какого-нибудь невзрачного с виду дома, можно найти там настоящее открытие. Стоит всего лишь поднять голову, и перед вашим взором предстанет старинная фреска из дореволюционной России. Все это, к сожалению, покрыто гигантскими трещинами. Поднимаясь наверх по старой-старой лестнице, невольно задумываешься о том, сколько поколений людей здесь выросло и прожило, сколько людей ходило вот так каждый день, вверх и вниз. Ведь это целая история. История, которая постепенно превращается в прах неумолимым временем. Меня поразило, что в Тбилиси все собаки стоят на учете. Видите эту метку на ухе четвероногого друга? Она означает, что животное зарегистрировано в специальной базе данных, на него заведен электронный паспорт, и оно учтено. Если у вас будет в Тбилиси лишний день, не поленитесь и посетите Мцхету, древнейший город Кавказа. Добраться сюда можно, доехав на метро до станции Дидубе. Дальше необходимо перейти через рынок до того места, где стоят маршрутки. Можно взять и такси, ехать примерно полчаса. Дороги очень комфортные, никаких ухабов и рытвин, везде лежит асфальт. Первым делом вас довезут до Джавари. Это монастырь на вершине высокого холма, и отсюда открывается прекрасный обзор на старый город и на слияние двух рек. Зрелище впечатляющее, которым можно наслаждаться как минимум полчаса. В
Внутри церковь не представляет из себя ничего особенного, но зато тут ощущается дух старины и спокойная умиротворяющая атмосфера. Церковь, как единогласно рапортуют все путеводители, построена аж в VI веке. Сама по себе Мцхета – это деревушка, живущая своим спокойным, размеренным ритмом жизни. Несмотря на то, что раньше тут располагалась древняя столица, не обольщайтесь, здесь вы пробудете от силы час. Лично мне Мцхета чем-то напомнила Черногорский Цетини, такое же древнее место, бывшее когда-то столицей, но теперь маленькое и провинциальное место. Но в чем же секрет Мцхеты? Ведь неспроста она так популярна среди туристов. А секрет популярности этого места вот он, прямо перед вами – храм Святиц Хавели. Путеводители рапортуют, что храму не менее 1000 лет, и что тут не одно поколение грузинских царей принимало корону из рук православных митрополитов. Внутри вы встретите старинные фрески, повествующие об истории Грузии, а прямо под ногами – захоронение великих грузинских князей. Место довольно интересное, и здесь, несомненно, ощущается дух многовековой истории Грузии, поэтому приехать сюда всем любителям истории я однозначно рекомендую. Однако Светиц Хавели далеко не единственная интересная достопримечательность региона Мцхета-Мтианети. Обязательно стоит посетить Шиом-Гвинский монастырь, что находится в 20 минутах езды от Мцхеты. Внушительные стены и расположение монастыря в укромном ущелье выдают суровые страницы истории Грузии. В неспокойной эпохе османской экспансии на Балканы почти все монастыри в Грузии строились в расчете на то, чтобы быть как можно менее заметными для пришельцев. Их прятали в горных складках ущелий, а толстые каменные стены служили хорошей обороной от непрошенных гостей. Ну а в наши дни, благодаря своему укромному месторасположению, монастырь скорее прячется от туристов. Монастырь широко известен среди паломников, поскольку тут находятся мощи Шиом-Гвинского, великого грузинского святого, очень почитаемого в православии.
цветов среди роз и васильков, и надеюсь, что найду здесь любовь и красоту. Между небом и землей затерялся образ твой, и тебя всю жизнь готов я искал в стране цветов.